Привет всем! В этом видео я расскажу про шим-регуляторы оборотов. Для примера я взял два самых простеньких и маломощных модуля на 10 ампер и покажу, для чего они надо и как они работают. Вот этот модуль идет без названия, просто вот такая платка на 10 ампер. Напряжение рабочее у него от 8 до 55 вольт и нагрузка до 10 ампер. Есть предохранитель, клеммы для подключения нагрузки и питания, регулятор, потенциометр на 100 кОм. И здесь есть еще вот такая джампер-перемычка. Вместо нее можно поставить выключатель. То есть мы сюда подключаем кнопочку и можем включать-выключать шим-регулятор. Ну, по умолчанию просто перемычкой два контакта замкнуто и постоянно он работает при подаче питания. Для примера я сейчас покажу. Подключу электродвигатель, мотор, вот, два контакта подключаем. И с помощью этого шим-регулятора будем регулировать обороты двигателя. Здесь нету у нас смены полярности. Там модули, в которых есть смена полярности, еще стоят две релюшки, которые переключают контакты. Здесь этого нет. Мотор мы подключили. И теперь нам нужно будет подключить питание. Плюс-минус, полярность не путаем. Питание у меня уже подается с блока питания. Вот, уже работает. Это на максимум. Сейчас мы на минимум поставим, так как выключателя здесь нету. Вот, выключатель можно сюда подключить. Все готово, подключено. И крутим потенциометр. Вот, по чуть-чуть мы можем увеличивать обороты. Вот, на максимум. И уменьшаем до минимума. Здесь без индикации, самый простой модуль. 10 ампер, конечно, это максимальное, то, что ток можно подавать. Но я думаю, 6-7 ампер он выдержит. Просто будет нагреваться радиатор. Нужно, если хотите больше, то лучше взять модуль побольше. Они есть на 20 ампер, на 40, на 60 и на 100. Ссылочки в описании я оставлю. Это у нас самый простенький. Как же происходит, сейчас я объясню, регуляция вот оборотов. Для примера мы подключим вот этот модуль, он с индикацией. И расскажу вообще, как происходит вот эта регулировка, из-за чего. Мы моторчик можем не отключать. Я еще для примера подключу лампочку. То есть можно управлять не только оборотами двигателем, но и, например, яркостью освещения, либо мощностью, например, обогревателя постоянного тока. Так как этот шим-контроллер постоянного тока, то и обогреватель постоянного. Также можно регулировать мощность. Здесь контакты на этом модуле подписаны. Минус-плюс. С одной стороны М это у нас выход. И Win и GND это вход. То есть мы лампочку с этой стороны подключаем. А с этой стороны мы подаем питание. Также соблюдаем полярность. Подключаем минус. Подключаем плюс. Все. С подключением готово. Этот модуль называется DMC 331. Тоже на 10 ампер от 8 до 55 вольт. Характеристики у него такие же, как у этого. Я думаю, тут схема точно такая же, как у этого, просто расположена по-другому. Здесь есть уже кнопочка включения. Вот, нажимаем. Включилась. Пищит только. Почему-то писк идет. В общем, вот у нас на 40% лампочка горит. И с помощью стрелочек здесь потенциометр. А здесь у нас кнопочками регулируется. То есть цифровое у нас управление. Вот мы можем яркость добавить. И яркость убавить. От 0 до 100 регулируется. Вот, уменьшим яркость, чтобы не светило. 20%. 8%. Вот, 2% практически не горит. Вот так регулируется мощность. Как это происходит? То есть напряжение питания, вот я подал 12 вольт. Оно у нас не меняется. 12 вольт постоянное.
Какое обозначение мы здесь не выбрали. Вот 20% 12 вольт, хоть 90%, у нас напряжение идет 12 вольт. Вот когда у нас 100%, вот так вот яркость на максимум мы выбрали, то напряжение подается постоянно. Постоянное напряжение все время включено, лампочка горит. Когда мы выбираем, например, 50%, выставили вот 50%, половина мощности, лампочка наполовину горит, двигатель вращается тоже там на половину оборотов, оно не связано, то есть по количеству оборотов, ну мощность половина на половину мощности, то у нас есть интервалы времени. Вот если разделить все время включения на интервалы, то 100% у нас все время включено, 50% вот взять интервал. Вот так вот. То есть оно импульсами подается. 50% времени включено, 50% и вот так вот включается, выключается импульсами с периодичностью. Частота, то есть это незаметно, потому что это очень часто происходит. Частота работы вот этих шим-регуляторов у нас, выключим, шим-регуляторов от 10 до 15 кГц. То есть это в секунду 15 тысяч раз оно включится-выключится. Вот это происходит 15 тысяч раз в секунду, поэтому это не замечается. На 50% у нас вот так работает. Если 25%, то вот эти интервалы времени мы делим на 4 части, то есть вот так работает. Ну и собственно потребляет энергии меньше. То есть 25, это если вот этот промежуток на 4 части разделить, то он работает вот 25%. Если 10%, то это тут совсем чуть-чуть. Вот так на столько времени включается. Вот. А напряжение у нас постоянное. То есть напряжение 12 вольт, оно у нас не меняется. Какими двигателями можно управлять? Двигатель обязательно должен быть коллекторный. То есть у него должны быть щетки и коллектор. И тогда обороты будут регулироваться. Если мы возьмем кулер, то есть это не коллекторный двигатель. Здесь двигатель имеет свою плату управления. Ну, кто кулеры разбирал, там есть платка, которая управляет оборотами. Поэтому, если мы подключим кулер, то мы не сможем управлять оборотами. Потому что здесь другой двигатель, и у него принцип работы другой. И шим-регуляторами обороты двигателя регулировать нельзя. Будет очень плохо получаться. Во-первых, получаться будет вот такой писк. Вот у нас на 100% работает. Если мы начинаем уменьшать, то появляется писк. И вот эта схема, которая управляет оборотами в кулере, она уже есть. То будет вот такой писк издавать сам кулер. Поэтому для кулеров лучше такой регулятор не применять, а просто можно брать регулятор напряжения и менять напряжением, регулировать работу кулера. Вот так работают данные шим-регуляторы. Ссылочку на них я оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.